Приветствую вас всех на своем канале Хельга White «Живем в Словении». Сегодня я решила поделиться информацией со своими украинскими подписчиками, которые сейчас вынуждены покидать свои дома из-за войны. Хочу вам рассказать, как вы можете пересечь границу и что вас ждет в Европе, и в частности в Словении. Если у вас сохранились документы, то, пожалуйста, возьмите их с собой. Если же у вас нету на руках документов и даже нету каких-то копий или фотографий, то ничего страшного, вас на любой европейской границе пропустят абсолютно без документов. Сейчас можно вывозить с собой животных тоже абсолютно без всяких документов, без вакцинации, абсолютно без всего. Если вы пересекаете границу, но ближайшая граница — это не та страна, в которой вы хотите остановиться, то вы должны сообщить на границе, куда вы следуете, и дальше продолжить свой путь. Если вы пересекаете границу той страны, в которой вы планируете остаться, то на этой границе вы сообщаете о своем намерении, и здесь же на границе вам дадут заявление, заполнить необходимое заявление. Как вы знаете, Словения не имеет общей границы с Украиной, и многие едут в Словению через Венгрию. Поэтому на границе с Венгрией вы должны сообщить, что это не ваш конечный пункт назначения, и, не заполняя дальнейших документов, проследовать дальше границы Словении. Если вы едете на своей машине, то сейчас на момент войны украинские автомобили с украинскими номерами освобождены от уплаты дорог. Венгрия не имеет видимых границ со Словенией, и поэтому, если вы не знаете, где остановиться в Словении, и у вас здесь никого абсолютно нет, то в Словении вы должны доехать до ближайшего полицейского участка и сообщить им, что вы едете из Украины и вам негде остановиться. В полицейском участке вам дадут заполнить заявление. Вы будете его заполнять на своем родном языке. Если вы знаете английский, то можете заполнить его на английском, либо вам предоставят переводчика, либо найдется какой-то волонтер, который поможет вам перевести ваше заявление на словенский язык. Лучше заполнить заявление о предоставлении международной защиты. Этот статус международной защиты дает вам право на работу, в отличие от статуса беженца. После того, как полиция примет у вас заявление и направит вас в убежище, в Словении созданы убежища, и полиция знает их адреса. Они вас направят туда, там вам предоставят жилье и предоставят необходимое питание. Если же у вас есть родственники в Словении или какие-то близкие знакомые, то вы можете проследовать сразу к ним по их адресу и потом уже обратиться за этим статусом, за статусом международной защиты в ближайшее полицейское отделение. Также граждане Украины могут проживать в Словении по своему паспорту 90 дней как туристы. Если вы планируете прожить не более этого времени, то можно и не запрашивать статус международной защиты. Сейчас сроки рассмотрения данного заявления очень сильно сокращаются,
и государство обещает выдать этот статус уже в течение 2 недель. Но даже в тот период, когда вы еще не получили этого статуса, то у вас есть возможность обратиться за медицинской помощью. Набрав, например, 112, вы можете вызвать скорую помощь, если она вам очень необходима. Когда вы получите статус международной защиты, то вам также предоставят медицинскую страховку. Еще до войны я записала ролик о недостатках медицины в Словении. Я и пока еще его не выпустила, но, возможно, через неделю я его все-таки опубликую на своем канале. В Словении, к сожалению, очень большая нехватка врачей, и примерно 130 тысяч словенцев не имеют своего терапевта. Не знаю, не могу вам пообещать, что в Словении будет очень качественно оказываться медицинская помощь. Но вот ходят слухи, что возможно, говорят, что возможно специалистам, врачам из Украины будут быстрее нострифицировать диплом, подтверждать диплом, и, возможно, будут брать на работу украинцев, быстрее брать украинцев врачей к себе на работу. Но не знаю, как это будет на самом деле все осуществляться. Что еще такого важного хочу сказать? Словения, к сожалению, не очень богатая страна. Конечно, все необходимое для жизни будет предоставлено: жилье, питание предоставят волонтеры и Красный Крест, но это будет только все самое необходимое. Будьте готовы, что заявление в полиции нужно будет заполнять очень долго. Во-первых, должны присутствовать все члены семьи, даже маленькие дети. За маленьких детей будут заполнять родители заявление. Очень там много вопросов, и очень подробно нужно будет описывать свою ситуацию, откуда вы едете, что произошло. Поэтому будьте к этому готовы, запаситесь, пожалуйста, терпением. Статус международной защиты будет предоставлен вначале на год. Через год при необходимости его можно будет продлить на 2 года. Также государство Словении обещает упростить систему открытия бизнеса для украинцев. Например, для открытия СП это как частный предприниматель, не нужно будет украинцам предоставлять справку о несудимости. И это СП можно будет открыть сразу, не дожидаясь, как обычным иностранцам, года. Также государство Словения обещает рассматривать дела украинских граждан в самую первую очередь, отодвинув дела других иностранцев. Еще забыла вам сказать, что сейчас украинским гражданам также будут предоставлены бесплатные курсы словенского языка, чтобы вам в дальнейшем было легче найти работу. Но вы должны понимать, что Словения очень маленькая страна, и, конечно, с работой здесь во все времена было нелегко. Все необходимые ссылки на государственные органы, на сайты по поиску работы, всю необходимую для вас информацию я оставлю в описании под этим роликом. Друзья, если кто-то, может быть, обладает более подробной информацией, то, пожалуйста, не стесняйтесь, дополняйте, пишите в комментариях. Если у вас будут появляться какие-то дополнительные вопросы, то тоже оставляйте, пожалуйста, вопросы в комментариях. Я постараюсь поточнее узнать ответ на ваш вопрос.
Надеюсь, что война в ближайшее время закончится, и это видео не будет больше актуальным. До свидания.